Челябинский август плавился от жары. Воздух в спальном районе на окраине города густел от пыли и выхлопных газов, застревая между серыми панельными девятиэтажками. В такие дни даже бродячие псы не бродят, а забиваются под бетонные крыльца, спасаясь от палящего солнца. Владимир возвращался с работы чуть раньше обычного. Заводская смена выдалась тяжелой, шумела в ушах, а единственный мысленный маршрут вел напрямую к прохладной квартире и кружке холодного чая. Путь пролегал через заброшенный пустырь, заросший высоким бурьяном и крапивой. Место было не из лучших. Жители окрестных домов годами бросали туда мелкий мусор, и среди жухлой травы то и дело поблескивали битые бутылки, пустые пластиковые упаковки и скомканные газеты. Он уже миновал половину тропинки, когда слух, привыкший на заводе к монотонному гулу станков, выхватил странный звук. Это не было похоже на птичий писк или шорох ветра. Звук был глухим, стесненным, словно кто-то пытался кричать с зажатым ртом. Владимир остановился. Вытер потный лоб тыльной стороной ладони и прислушался. Тихо. Показалось. — подумал он и сделал шаг вперед. Но звук повторился. Жалобный, тонкий тон, полный безвыходной детской тоски. Он доносился из глубины густых кустов бузины, едва огибающих ржавую теплотрассу. Владимир вздохнул, свернул с вытоптанной дорожки и, раздвигая жесткие стебли крапивы, шаг за шагом пошел на тонкий зов. За кустами валялся старый мусорный пакет, пара трухлявых досок и стеклянная 2-литровая банка, уткнувшаяся горлышком в сухую землю. Мужчина присмотрелся и чувством нехорошего, липкого холода обмер, несмотря на 30-градусную жару. Внутри банки, затянутой сверху плотной полиэтиленовой крышкой, находился живой комок. Маленький, испачканный, еще совсем не сформировавшийся котенок. Стекло изнутри покрылось капельками конденсата от тяжело дыхания животного. Кислород внутри емкости почти иссяк. Котенок ткнулся носом в мутную стенку и беспомощно разевал ротик, из которого уже почти не вырывалось ни звука. Какой-то недочеловек аккуратно закатали маленькую жизнь в стеклянный плен и просто выбросил в кусты на медленную, удушливую смерть под солнцем. «Готовы ведь люди на такое», — сквозь зубы процедил Владимир. Хэнс у него затряслись от подступившей ярости. Он осторожно поднял банку. Пленка крышки поддалась с трудом, кто-то закрыл ее на совесть. Когда плотный пластик наконец сорвался, из банки донесся запах спертого, перегретого воздуха и тяжелой сырости. Владимир аккуратно, боясь поранить крохотное тело, подставил ладонь под горлышко и слегка наклонил сосуд. Котенок выпал на его широкую мозолистую ладонь. Он был не больше 2 яблочных огрызков, слепой, мокрый и дрожащий крупной дрожью. На вид ему едва исполнилось пару недель. Глаза были плотно склеены гноем, а лапки беспомощно расползались по рукаву рабочей куртки. Забыв про усталость, жажду и дом, Владимир прижал теплую пищащую массу к груди, подхватил сумку и побежал в сторону ближайшей ветеринарной клиники. Ветклиника встречала прохладой кондиционера и запахом антисептиков. Молодая девушка-врач, осмотрев находку Владимира, лишь качала головой. «Чудо, что вы успели», — тихо сказала она, промывая воспаленные глазные щели котенка специальным раствором. «Еще полчаса на таком солнце в закрытой банке, и спасать было бы никого. Мозг бы просто перегрелся». «Он будет жить?» Владимир стоял у смотрового стола, чувствуя себя неуклюжим гигантом рядом с этой микроскопической бедой. «Гарантии не дам», — честно ответила врач. «Он совсем кроха. Сам есть еще не умеет, глотательный рефлекс слабый. Глаза воспалены, иммунитет на нуле. Ему нужен круглосуточный уход. Кормить каждые 2-3 часа, греть, капать глаза, массировать животик. Вы готовы?»
или оставляете на эвтаназию?» Владимир посмотрел на слепой комок, который, услышав голос человека, попытался уткнуться носом в угол медицинского лотка. «Какая эвтаназия? Пишите, что купить. Капли, смеси, пипетки. Я забрал. Мне и отвечать». Из клиники он выходил с целым пакетом медикаментов, баночкой специального заменителя кошачьего молока и твердым намерением бороться за эту жизнь до конца. Первые дни превратились в бесконечный марафон на выносливость. Назвать найденыша решили Семой. Имя вышло само собой, простое, теплое и домашнее. Сема не умел лакать из блюдца. Он даже не понимал, что такое еда, если она не поступает напрямую. Владимиру пришлось вспомнить все навыки ухода за новорожденными. Каждые 2,5 часа и днем, и ночью он разогревал молочную смесь до строгих 38 градусов, набирал ее в аптечную пипетку и по капле вводил в крошечный ротик. Котенок захлебывался, кашлял, крутил головой. Смесь текла по подбородку. Владимир аккуратно вытирал ее ватным диском и начинал сначала. «Ну давай, Семка, еще каплю», — шептал мужчина в 3 часа ночи, сидя на кухне под желтым светом одинокой лампы. «Ты же сильный, ты в банке выжил, а тут молоко не осилишь. Давай, маленький». Через неделю пипетка стала мала. Сема научился активно сосать, и его перевели на специальную маленькую соску с бутылочкой. Это была первая маленькая победа. Котенок начал прибавлять в весе, его животик округлился, а шерстка из грязной и свалявшейся превратилась в мягкий дымчатый пух. Однако главной проблемой оставались глаза. Воспаление не отступало. Владимир каждый день по часам капал лекарства, промывал веки отваром ромашки и ждал. Главным испытанием для Владимира было не отсутствие сна, а реакция первой хозяйки квартиры, взрослой кошки Багиры. Багира была гордостью дома. Статная, грациозная, с гладкой угольно-черной шерстью и зелеными, как скошенные изумруды, глазами. Она прожила у Владимира 5 лет и привыкла единолично владеть всеми диванами, подоконниками и человеческим вниманием. Когда Владимир впервые принес корзинку с Семой, Багира встретила их на пороге. Она подошла, вытянула шею, понюхала чужой, пахнущий лекарствами и болезнью запах, дернула хвостом и издала такое низкое, утробное шипение, что Владимир невольно сделал шаг назад. «Тише, Багира», — строго сказал он. «Он маленький, он тебе не соперник». Но кошка демонстративно ушла в дальний угол комнаты, повернулась к дверям спиной и отказалась выходить к ужину. Первые 3 дня Багира сохраняла полный нейтралитет, смешанный с презрением. Она наблюдала за суетой хозяина с высоты шкафа. Слыша писк Семы, она лишь раздраженно прижимала уши. Владимир опасался оставлять их в одной комнате без присмотра. Разница в габаритах была катастрофической. Если бы Багира решила выгнать чужака со своей территории, одного удара лапы хватило бы, чтобы покалечить заморыша. Но человеческое терпение и детская беспомощность способны растопить даже самый суровый кошачий эгоизм. Перелом произошел на 9-й день. Владимир вернулся с работы, уставший после тяжелой смены, и с порога поспешил к коробке Семы. Котенок тикал и тихо попискивал. Подошло время очередного кормления. Мужчина ушел на кухню греть молоко. В этот момент Сема, повинуясь инстинкту, выкатился из своего гнезда из старых свитеров и подполз к краю коробки. Перевалившись через низкий бортик, он шлепнулся на паркет и потерял ориентацию. Он закрутился на месте, тыкаясь носом в ножку стула и издавая тонкий, отчаянный писк. Он был абсолютно слеп в этом огромном холодном мире. Багира, севшая на диване, медленно опустила голову. Ее зеленые глаза сузились. Она спрыгнула на пол, мягко и бесшумно, как тень, подкралась к бьющемуся на полу котенку. Владимир с чашкой горячей смеси в руках замер в дверном проеме кухни. Сердце у него сжалось. Он готов был бросить чашку и ринуться на помощь, если кошка замахнется лапой.
Багира подошла вплотную. Понюхала ткнувшийся в ее лапу нос Семы. Котенок, почувствовав тепло живого тела, тут же прижался к ее боку и затих, ища маму. Кошка замерла. В ее глазах что-то изменилось. Шипение не последовало. Вместо этого Багира тяжело вздохнула, присела на пол, выгнула шею и сделала первый широкий мазок языком по немытой макушке котенка. Сёма пискнул от неожиданности, но не отстранился. Багира продолжала вылизывать его, тщательно, строго, по-матерински. Она счищала с него остатки детской грязи, выравнивала шерстку и прогревала своим теплом. Когда Владимир осторожно подошел ближе, Багира подняла на него зеленый глаз и тихо мурлыкнула, мол, не мешай, видишь, ребенок запущен. С этого дня у Семы появилась мать. Багира взяла на себя всю гигиеническую и воспитательную часть. Она больше не уходила на шкаф. Напротив, она переселилась к коробке Семы, а позже забрала его к себе на главный диван. Она мыла его после каждого кормления из соски, грела своим телом во время сна и строго прижимала лапой к полу, если тот пытался ползти в опасную сторону, например, к розеткам или дверному косяку. А еще через 3 дня произошло то, чего с таким трепетом ждал Владимир. Было утро воскресенья. Мужчина сидел на полу рядом с диваном, наблюдая, как Багира умывает найденыша. Сёма уперся лапками в мягкий кошачий живот и вдруг замер. Его веки, до этого плотно смыкавшиеся и покрытые корочками, чуть дрогнули. Один глаз медленно распахнулся, за ним второй. На Владимира и Багиру воззрились 2 совершенно чистые, глубокие, небесно-голубые горошины. Сёма удивленно моргнул. Мир вокруг него перестал быть звуковой и запаховой тьмой. В нем появились свет, тени, огромный усатый силуэт черной кошки и доброе бородатое лицо человека, наклонившегося прямо к нему. Котенок сделал осторожный шаг, покачнулся на неокрепших лапках, подошел к пальцу Владимира и вытянул шею, касаясь его носом. А потом впервые в своей короткой жизни издал не жалобный писк, а едва слышное, сухое, вибрационное мурлыканье. «Ну вот и все, парень», — тихо улыбнулся Владимир, вытирая неожиданно набежавшую слезу. «Теперь ты точно видишь, куда пришел». Прошло несколько месяцев. Челябинская зима сменила осеннюю слякоть, засыпав улицы пышным белым снегом. В квартире Владимира было тепло и уютно. Сему теперь было не узнать. Из слепого, умирающего заморыша из стеклянной банки он превратился в роскошного, упитанного молодого кота. Его шерсть стала серебристо-дымчатой, с красивыми темными полосами на боках и хвосте. Глаза из детских голубых перецвели в яркий, янтарный цвет, полный любопытства и задора. От прежних болячек не осталось и следа. Сёма научился отлично есть из миски, причем аппетит у него был такой, будто он до сих пор помнил тот голодный и душный день на пустыре. Он превратился в настоящего хозяина дома. Их дуэт с Багирой стал местной достопримечательностью. Черная, как смоль, кошка и дымчатый статный кот все делали вместе. Они вместе встречали Владимира у двери после работы. Вместе устраивали вечерние скачки по коридору, а спали исключительно в обнимку, свернувшись в один двуцветный инь-янь на мягком кресле. Глядя на то, как Сёма ловко прыгает за игрушечной мышью, Владимир часто вспоминал тот раскаленный август и мутную банку в кустах крапивы. Мир действительно бывает жестоким. В нем живут люди, способные ради забавы или из глухой злобы запечатать живую душу в стеклянный гроб и выбросить на свалку. Но до тех пор, пока на один низкий поступок приходится хотя бы один человек, способный остановиться, прислушаться к чужой беде и протянуть руку помощи,
У этого мира есть шанс. Человечность — это не громкие слова с трибун. Это способность пройти через бурьян на слабый писк, принести домой слепой комок и кормить его из пипетки каждые 2 часа, веря, что однажды он откроет глаза и увидит этот мир во всей его красоте. Сёма свой мир увидел, и в этом мире больше не было места страху.